Привет, 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 песеры, с вами Морж, пятница, 3 число у нас на календаре, а значит самое время открывать эпиков Милана. Очень вкусных игроков нам здесь завезли. Конечно же, это Ван Бастен, как вы видите, получил он стиль охотник за голами, раньше он был лисом у ворот. Биг Тайм Райкард, как был дирижером, так и остался дирижером, я считаю, что его место вообще на центральном полузащитнике, а не на опорном. Ну и Рут Гуллит, дичайший универсал, к сожалению, с стилем классическая десятка. Но все три игрока достойны вашего внимания, все три игрока с крутыми статами, с крутыми рейтингами. Ну и как обычно, паков 50, наверное, я скручу на все это дело, надеюсь, хотя бы одного да поймаю. Напоминаю, что если тебе нужно задонатить на мобилку с российских карт, пишешь мне в личку в Телеграме, ссылки в описании, в закрепленном комментарии, я тебе могу с этим помочь. Ну и там же ссылка на мой обычный Телеграм, там где я публикую разнообразные новости. Интересные ребята для прокачки, в принципе, если качать на автомате, вы знаете, у нас есть автоматическая прокачка игроков, то Бастон у нас будет с рейтингом 97, с сыгранностью будет соточка, Райкард 98 с сыгранностью соточка, ну и Гуллит 97 с сыгранностью соточка, то есть, по сути, здесь можно поймать трех эпичных игроков, которые будут с рейтингом 100, что очень даже неплохо. Да и так, глядя на статы, смотришь на этих игроков и понимаешь, что, блин, из них можно лепить практически все, что угодно. Бастон, конечно, не отличается сверхскоростью, но при этом у него дичайшее, просто неимоверное умение атаковать и реализация. При этом и головой играет, и корпус кое-какой есть. Разве что с выносливостью там проблемы. Тот же Гуллит, он реально, ну я уже смотрел по сайту, который показывает, какой реальный рейтинг у него на разных позициях. Так вот, ребят, так... Вот и первый. Вот и первый. Меня уже научили определять по стадиону, будет ли выпадать эпик или нет, кого можно проклацывать, кого можно не проклацывать. И здесь, конечно, мы смотрим заставочку. Первый эпик мне выпадает. Что ж, достаточно быстро. Кто это у нас? Гуллит. Десяточка. Да, Рут Гуллит выпадает мне. Один из моих любимых атакующих полузащитников, в принципе, в нашей игре, несмотря на стиль классическая десятка. То есть, если бы у него был стиль атакующий полузащитник, блин, это была бы такая имба имбовая. Просто неимоверный. Но, к сожалению, ему стиль не поменяли. Что на самом деле очень жаль. Я бы не назвал Гуллита классической десяткой. Про него писали, что это игрок, который передвигается по всему полю. Логично ему дать стиль от штрафной до штрафной. Ну как бы. Вот. Но Konami, собственно, решили по ходу хотя бы этим его подпортить. Действительно, слишком был бы он хорош, если бы у него был адекватный и нормальный стиль. Так вот, я смотрел Гуллита по сайту, кстати, что называется, начал говорить о Гуллите, Гуллит и выпал. Надо поговорить о Райкарде и Бастоне. Так я смотрел по сайту, короче, на первом уровне, на всех позициях, вот, которые у него основные, он реально имеет рейтинг 84. То есть он сбалансирован на 84 под все позиции. И при том, что можно его качать, из него, по сути, можно сделать дичайше крутого распасовщика. Из него можно сделать дичайше крутого реализатора. Из него даже очень хорошего, в принципе, защитника можно сделать. Ну, я имею в виду умение в защиту ему подтянуть. Короче, с Гуллитом можно покрутить в прокачку, не знаю, выпущу я на эту тему видео или нет, наверное, выпущу, почему бы и нет. Там и по Райкарду можно интересно прокачаться, и, собственно, по Гуллиту можно интересно прокачаться. То есть сделать из него либо очень толкового центрального полузащитника, либо даже очень хорошо подыгрывающего оттянутого форварда, почему бы на самом деле и нет. Ну, Бастона посмотрим. Но пока что я доволен. Гуллита мы уже поймали, надеюсь, сколько у меня еще паков остается, если 50 я собираюсь открывать, еще 34 пака, ну, достаточно много на самом деле. В принципе, вот так вот, глядя на Милан, наверное, у Милана один из сильнейших наборов эпиков в нашей игре. Действительно, игроки хороши. Вот Инзаги, Кака, кто там еще? Неста. Деда, в принципе, достаточно неплохо на воротах стоит. Кафу появился. Мальдини. Хороший, вот действительно очень хороший набор эпиков у Милана. Ну и, в принципе, за Милан, сами знаете, играло огромное количество потрясающих футболистов. Эх, ввели бы Шевченко, но, судя по всему, у Шевченко такой контракт, который не позволяет ему появляться в других играх, кроме FIFA. Я думаю, именно такой с ним контракт и подписывали. Ну и ждем, говорят про февральское обновление на ПК уже. Само собой, если игра обновится на ПК и консолях, то она обновится у нас. А если это обновление такое более-менее глобальное, то возможно появление новых эпиков, новых легенд, каких-то новых игроков. И в принципе, я думаю, с Интером было соглашение подписано не просто так. Я жду возвращения Санетти, об этом давно говорили. Санетти, Камбиаса и Адриана. Я думаю, вы помните такого огромного
нападающего из Интера. И надеюсь, в этот раз, я думаю, просто надеюсь, что в этот раз ему дадут стиль, и карточка будет поинтересней. В общем-то, ждем, любые обновления это хорошо, любые исправления ошибок это хорошо, и я надеюсь, что когда-нибудь все-таки Konami станет на нормальный, адекватный путь, будет завозить нам поинтереснее ивенты, ну и так далее. Кстати, там интересная достаточно схема появилась, которую можно в игре поставить, тоже, наверное, на эту тему выпущу отдельный ролик. Как раз под Милан она подойдет. Схема в 3 атакующих полузащитника. Не часто такие схемы бывают, поэтому такую себе стоит сохранить. Покажу как, покажу где. В общем, с этим мы всем делом разберемся. Крутятся шарики, чё-то не хочет мне ничего подать. С другой стороны, я всего 27 паков пока открыл, и уже как бы гулита поймал. На что я надеюсь? Хрен его знает. Хотя мне ребята скидывали скрины, там, кто-то за 19 попыток всех троих поймал. Я сижу, думаю, блин, каждый четверг открываю хреновую гору этих паков. Ну, блин, у меня самый рекорд был 55. Или 52, или 52, или 55, ну, короче, что-то в таком роде. Но это, блин, было реально один раз, это было дичайшее везение. Обычно уходит за 120 минимум, а иногда и за 140. Два раза я вам выкладывал, показывал, что последний эпик мне вообще 150 выпадал. Короче, ну, такое себе. Вот такое себе. Здесь опять делаем паузу, уже по стадиону понятно, что, собственно, выпадает бигтайм. Ну что ж, господин Райкард, здравствуйте, и добро пожаловать в мою команду. Будем вас тестировать, я считаю, что из вас можно вылепить отличного центрального полузащитника, а в опорку я бы оставлял место, например, для условного Виеры, который будет, скорее всего, на следующей неделе. В принципе, у нас Арсенал остается, ну, скорее всего, на следующей неделе он и будет. Ну, неплохо, на самом деле, неплохо. 31 пак, 2 эпика. Вполне достойно, как по мне. Неужели сейчас еще и третий выпадет? Я бы не отказался на самом деле. Если бы сейчас вылетел третий, было бы охеренно, просто охеренно. Тогда это был бы один из моих лучших пак-опенингов. Так, 17 игроков у меня еще остается для этого видео. Нет, само собой, я потом этого третьего буду выбивать. Просто не хочется, что вот 117 игроков осталось, еще 11 тысяч просто на одного Бастона спускать. Потому что я ж знаю Konami, я ж знаю этих зараз, он реально может вылететь последним. Да, в описании, кстати, ребят, есть ссылка на мой второй канал. Я там сейчас прохожу хоррор-новеллу «Зайчик». Каждый день выходит серия, выходит она в 6 вечера по московскому времени, это в 5 по киевскому. Вот, ну и в принципе мне достаточно интересно, просмотры тоже более-менее людям нравятся, так что если есть желание меня поддержать... Переходи по ссылке, подписывайся на второй канал, оценивай то, что я там делаю. Не понравится, отпишешься, вообще никаких проблем. Там я играю в те игры, которые интересны реально мне, вот которые я прохожу и просто включаю микрофон. Почему бы на самом деле и нет? Сами знаете, в нашем песе, ну, сильно долго в него не поиграешь. И да, сразу могу анонсировать, я у себя в Телеграме скидывал, что приблизился финал турнира группы Миши Смирнова. Я думаю, вы, многие из вас знаете, самое большое турнирное сообщество в ВК, аж почти на 13 тысяч человек. Так вот, финальчик уже сыгран, мне уже его сбросили, и опубликую я его завтра, где-то, наверное... Ну, днем. Вот, скажу днем, чтобы точно попасть в цифры. Матч вроде как очень даже интересный. Так, я просто глянул на размер видео, короче, там на 20 минут матч. В общем, посмотреть будет что. Я думаю, ребята приложили максимум усилий, чтобы показать и красивый футбол, и яркий футбол. И, собственно, определили победителя, кто же на этот раз взял этот турнир. В общем, будет интересно, я думаю... Но это завтра. Сегодня вечером выложу прокачку, наверное. Завтра выложу матч и схему. Вот. Ну, а там будем разбираться. Вот, у меня эти выходные особо не загружены, поэтому можно посидеть, поделать видео и, в принципе, что-то полезное вам рассказать. Ладно, 5 паков у меня всего остается. Ну что ж, дадите Ван Бастена или не дадите Ван Бастена? Ну, дайте Ван Бастена. Ну, что, вам жалко. Вот просто Ван Бастена. Я и так в эту игру заливаю, ну, такие тонны денег. У меня недавно на этом аккаунте было почти 100 тысяч золотых. Сейчас 30. Ребят, ну серьезно. Ну, дайте Ван Бастена. Konami. Хватит страдать херней. Просто Ван Бастена, 3 пака. Нет, здесь, конечно же, его не будет. К сожалению, по стадиону уже понятно. Ну, вот вы можете видеть, если на стадионе есть белая полоса, то это не эпик. Вот белая полоса есть.
эпика не будет. Если этой белой полосы нет, то это либо эпик, либо биг тайм. Именно, и меня именно подписчики научили это определять. Я почему-то даже внимания, если честно, не обращал. Заньола, да, выпадает мне последним. Тоже люблю я этого атакующего полузащитника. Ну что ж, 50 игроков, в целом за 31 пак я поймал 2. Это на самом деле очень даже здорово. Но если бы за 50 выпало 3, было бы вообще просто охерительно. Пиши, открывал ты эти паки или нет. С удовольствием поздравлю тебя с уловом, если он хорош. Ну и нужен донат в личку в Телеграме, ссылки в описании закрепен. Нужны новости. Просто мой Телеграм в описании закрепен. Второй канал в описании. В общем, все я вам это рассказал. На этом прощаюсь, ребят. Хорошей вам пятницы. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.